Друзья мои, всем привет! Это видео будет посвящено выращиванию винограда. Я расскажу вам о нескольких полезных агроприемах и методах по ускорению созревания ягоды. Нахожусь я в Московской области. Сейчас на дворе конец августа, и это очень важное и ответственное время для того, чтобы ускорить созревание ягоды. Лето в наших краях бывает непредсказуемо холодное, бывает жаркое. Но вот у нас выдался жаркий август, и наконец-то виноград начал созревать. Созревает он достаточно тяжело в этом году, но тем не менее сейчас на примере сорта Зилга я вам показываю, какие красивые грозди. Ягода уже приобрела свой естественный окрас. Верхние ягодки уже полностью созрели. Нижние пока еще набирают сахар, но в принципе виноград уже можно кушать. И вот, чтобы успеть по времени и ускорить созревание ягоды, так как времени осталось не очень много, надеюсь, что будет теплый в нашем регионе сентябрь, и ягода полностью созреет, что можно для этого сделать и как помочь винограду быстрее созреть. Очень важное и полезное мероприятие в данном случае – это удаление нижних листьев. Вот часто кто ко мне приходит в гости, мои друзья спрашивают, почему у меня удалены нижние листья. Я им рассказываю, для чего я это делаю, и вам сегодня расскажу. Дело в том, что в нашем климате, в наших широтах часто бывает нехватка солнечного света, мало солнечных дней, что винограду, конечно, плохо, в отличие от южных условий. Так вот, чтобы обеспечить грозди винограда лучшим освещением, удаляются листья. В южных регионах это не актуально, это мероприятие даже может быть повредить винограду, так как очень яркое солнце способно вызывать ожоги на ягодах, но в наших северных регионах это очень важное, полезное мероприятие для того, чтобы ягодка на солнышке подрумянилась, приобрела свой естественный окрас, набрала сахар, стала сладкой, спелой и вкусной. Удаляются листья примерно на высоту около 50 сантиметров от нижней точки лозы. Вот как вы видите, у меня сейчас я покажу более крупный план. Вот так это выглядит. Эти листья уже не работают, и они затеняют ягоду. Также удаление нижних листьев полезно для того, чтобы виноград, особенно лозы и ягоды, лучше проветривался. Если проветривание плохое, то в сырую погоду виноград может заболеть. Ягоды могут поразиться аидиумом и в целом даже прийти в полную негодность. То есть это заболевание может полностью уничтожить урожай винограда. Также удаление нижних листьев способствует быстрейшему вызреванию лозы, что обеспечивает урожай следующего года. Поэтому рекомендую вам это сделать. Также в этот период, в августе, в конце августа, либо в середине, все зависит от сортовых особенностей винограда и в каких условиях он у вас растет, проводится прищипывание верхних побегов или чеканка. Это тормозит развитие листового аппарата, и силы виноград перераспределяет на ягоду, на созревание ягоды. То есть он как бы сдерживается в росте. Нам не нужны такие длинные побеги в условиях культурного выращивания винограда. Конечно, если вы выращиваете виноград на беседке, на арке или просто как вьюнок, как декоративное растение, то тогда это можно не проводить. Но если вы выращиваете виноград ради вкусной и полезной ягоды и хотите добиться хороших результатов, то рекомендую вам верхушки, вот как здесь у меня показано, вот у меня верхушечка прищипнута, верхушки удалить. Это можно делать секатором, можно даже делать обычными ножницами. И третья рекомендация, которая также
способствует скорейшему созреванию винограда, а также большему набору, быстрейшему набору сахара ягодой. Также способствует это мероприятие вызреванию лозы. Это подкормка фосфорно-калийным удобрением. Можно использовать такое удобрение, как монофосфат калия. 2 столовых ложки растворяются в 10 литрах воды, поливается растение под корень. Также будет полезным применение монофосфата калия по листу. То есть делается внекорневая подкормка. Единственное, концентрация удобрения уменьшается в 2 раза. То есть при обработке по листу берется 1 столовая ложка монофосфата калия, растворяется в 10 литрах воды в опрыскивателе, и виноград равномерно опрыскивается по листу и по лозе. Это мероприятие, такая подкормка, также способствует скорейшему вызреванию винограда не только в северных, но и в южных условиях. Также в этот период, в конце лета, в начале осени, важно следить за наличием грибковых заболеваний. Тот же аидиум или мильдью очень часто активизируется как раз в таких условиях, особенно если начинается затяжная осень, дождливая, сырая. Виноград может заболеть, поэтому по возможности нужно следить за состоянием листьев винограда. Если увидели на нем желтые пятна, коричневые пятна, то тогда рекомендую применять уже вот в этом периоде, в период, когда ягода созревает. Тут уже надо применять, конечно, либо биологические фунгициды, такие как фитоспорин, возможно, триходерма, либо использовать фунгициды очень мягкого воздействия, которые практически не имеют какого-либо отрицательного влияния на человека. Это такие фунгициды, как, допустим, тиавид-джет на основе серы. Хороший фунгицид, который можно применять в период, когда ягода находится на стадии созревания. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Хороших вам урожаев!